В аниме «Атака Титанов» на острове, кроме трех стен Мария, Роза и Сина, есть также и подземный город, который находится под стеной Синой, и про которого я сегодня хочу поговорить в этом видео, а также рассказать историю этого города, а также все проблемы, которые вытекают у людей из-за жизни в нем. Подземный город является подземным районом под стеной Сина. Другие города, подобные этому, планировались и в других районах, например, в районе Стохис, но строительство прекратилось, потому что город рухнул и превратился в подземные руины. Подземный город был построен для того, чтобы стать убежищем, куда военная полиция в случае нападения титанов могла бы эвакуировать и спасти жителей. Сам же город находится в огромной подземной пещере под столицей. Город был построен очень давно, по приказу монархии, но из-за того, что план по строительству города был приостановлен, под Стохисом остались множество подземных тоннелей. Могу предположить, что хоть и пещера является природного происхождения, но как минимум колонны, которые поддерживают потолок в пещере, возможно, были созданы с помощью силы молотоборца, ибо они сильно похожи на те, которые были показаны в пещере по часовней. Жить в подземном городе довольно сложно, ибо в нем обитают нищие, преступники и прочие им подобные люди, а сам город со временем превратился в трущобы. Также кроме проблем с проживанием, голодом, у жителей города есть крайне мало возможностей выйти на поверхность, а также многие страдают от проблем с ногами, и отсутствие солнечного света очень сильно сказывается на здоровье жителей города. Впервые об существовании подземного города нам рассказали в двух сериях ОВы под названием «Выбор без сожалений», где мы увидели предысторию дружбы и вступление Леви в разведкорпус, а также жизни и проблемы людей, которые живут под землей. Во второй раз в третьем сезоне нам показали детство Леви, которое было очень тяжелым, ибо мать работала в борделе из-за желания короля уничтожить Акерманов, поэтому они жили в подземном городе, но в скором времени она умерла, и так как у Леви не было отца, он голодал и чуть не умер, но в конечном итоге его спас и воспитал Кейни, а после чего оставил и ушел. В целом, подводя итоги, могу сказать, что хоть и подземный город задумывался как убежище от титанов, но в конечном итоге город превратился в трущобы, а из-за условий жизни у людей есть большие проблемы с здоровьем, от тех, которые были озвучены в ОВе, например, проблемы с ногами, до тех, которые я сейчас могу предположить, а именно из-за жизни под землей, где очень сыро, возможно, есть проблемы с легкими, или же большой шанс эпидемий какой-то из болезней, а также из-за того, что в город почти не попадают солнечные лучи, у жителей должны быть большие проблемы, а именно дефицит витамина D, что приводит к нарушению сна или же бессоннице, плохого аппетита, вечной усталости, ухудшению зрения, боли в костях и спине, потере веса и волос и частым простудным заболеваниям. Самым лучшим вариантом в этом случае является как можно быстрее покинуть город, что сделать очень сложно и дорого или же совсем невозможно. На данном моменте видео подходит к концу, пишите в комментариях, что вы думаете о данном видео, также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео, пока.